Привет, друзья! А сейчас раннее утро, 6:55, и мы с вами сегодня отправляемся исследовать пляж Палалем, один из красивейших пляжей Южного Гоа. Первым делом вам нужно доехать до города Маргао. До Маргао от каждой деревушки ездят автобусы. Ну, это если вы едете самостоятельно, то вы можете доехать на байке, можете доехать на автобусе. Как раз заодно и узнаем, есть по воскресеньям автобус или нету. Доезжаем до Маргао, там пересаживаемся на автобус Маргао-Палалем и доезжаем до пляжа Палалем. Стоимость, допустим, с Биталбатима до Маргао составляет 20 рупий, а с Маргао до Палалема стоимость составляет 60 рупий. Мы не дождались автобуса. Вот в воскресенье хотели посмотреть, как он ходит. Будет чуть позже, поэтому мы сейчас возьмем байк, поедем до Маргао, до автобусной станции, и там пересядем на Палалем. Припарковали своего коня, свою лошадку. Кстати, напомню, если кто не смотрел наше видео, парковка байка на день, на 12 часов, на целый день стоит 20 рупий. А мы приехали с вами на автобусную станцию города Маргао. А вот Кантона, Палалем. И вот мы сразу видим наш автобус. Палалем. Кантона, Палалем. Кстати, ребята, вот чисто случайно стоял на остановке. И если кто-нибудь с Маргао соберется ехать в Старая Гоа, есть тоже автобус, вот вы видите, отправляется Маргао, Панаджи, Олд Гоа, Старая Гоа. Так что можно до Старого Гоа доехать без пересадки. 50 рупий до Старого Гоа. Где пошире места. Места узкие, сиденья узкие, коленки упираются, ехать не очень удобно. Они рассчитаны только на вид. Они все маленькие. От Маргао до Палалема ехать 30 километров. Ну, дорога где-то час с небольшим составляет. Потому что там как серпантин. Заезжаем в город Канкона, а потом едем на Палалем. А вот обратно, чтобы добраться, вам нужно доехать до Канконы и сесть на автобус на Палалем. Но если вам повезет, можете прямо с пляжа уехать. Самые лучшие места в автобусе — это позади. Видите, расстояние между коленкой и сиденьем большое. Но это для тех, у кого ноги длинные. А сзади, на самом деле, оно будет трясти вас очень сильно, потому что здесь такие полицейские, что так это, ну да, на тебе подпрыгивать прямо до потолка. На большое расстояние, конечно, неудобно. Но также есть вакантное сиденье впереди. Первых слева и справа два места. Там тоже с большим. Но там постоянно дверь открывается, постоянная движуха, пыль, и поэтому... Так что выбор такой невелик. Мы сели на самое последнее сиденье. Получается буквально 10 метров до поворота на пляж Палалем. И пляж Палалем вот впереди. Там сувениры, драгоценности продают. Аптека. Мусор убирается. Ресторанчики тоже есть. Ну, ребята, что я могу вам сказать? Если, допустим, кушать на самом пляже Палалем, ну, это так значительно ударит по вашему карману, конечно, вы понимаете. Потому что рестораны там, как бы, они совмещены с отелем. И, как правило, ну, цены мы сейчас скажем. Цена, допустим, составляет самый дешевый номер 2500. Самый дорогой 7500. До $100. Соответственно, и цена в ресторанах тоже будет такая завышенная. Если вы захотите, допустим, покушать побюджетней, то лучше выйти, пройти по этой пешеходной улице. Здесь полно ресторанчиков. Если чем дальше от пляжа, тем дешевле вам обойдется еда и жилье.
еще перед пляжем есть туалеты, кому нужно перед самым пляжем. Стоимость туалетов, она везде по Индии составляет 10 рупий. Так, ребята, зашли мы на пляж. Вот так вот выглядит пляж Палалем. Вот лодочки, созывалы. Что могу сказать? Если вы приедете на пляж, хотите сделать какую-то экскурсию, снять байдарки, допустим, покататься, не снимайте в начале пляжа. Пройдите или влево, или вправо. Потому что, допустим, экскурсия на остров Бабочек, вон на тот остров, составляет, если вы войдете, они предлагают 3000. Если пройти дальше, то там 1500. Но было такое, что нам даже предложили за 750. Так что походите, лучше поспрашивайте. Байдарка в среднем вам обойдется около 300 рупий. Попробуйте сторговаться, может и 200. Потому что так они вначале просят 500. Дальше мы брали там 200. Так, что касаемо массажа. Мы делали 500 рупий. Самый дешевый, который... человека. Самый дешевый, даже 400 нам предлагали. Сейчас я объясню такую картину. Массаж здесь вам будут предлагать за 1500, за 1800, за 2000 рупий. Но поверьте, все везде одинаково. Уже испробовано. Сделают вам за 2000 или за 400. Даже бывали такие случаи, что созывалы, они-то свой комиссионное имеют, могут привести к одному и тому же человека за 2000 и за 400. Так что были такие случаи. Так что не переплачивайте. И, ну, массаж, скажу честно говоря, в Индии, ну, не очень. Ну, нам не понравился, нам не зашел, потому что, ну, можно сказать, такое поглаживание, честно говоря. Вдоль береговой линии под пальмами располагаются, вот вы видите, отели. Вот мы сейчас попробуем, давай зайдем в один из них, спросим тоже, сколько стоит номер. И рядом же с отелем, с этим же отелем, есть вот ресторан. Как правило, отель, небольшой отельчик, ресторанчик. Все так это слажено. Rent room how much? 2000. This one. 2000. 2000. Такой вот номерок, 2000 рупий. Так, вот такой ресторанчик. Просто зашли с другой стороны. Видим такие стульчики, столики, где люди обедают. Hello. Так. И заходим. Вот координаты этого отеля. И how much room rent? This one? Да. 1500 without AC. Вот этот номер вам обойдется 1500. Смотрите, кондишена нету, но есть вентилятор. Шкаф есть. Стол есть. Как бы маленький. Ну, я так думаю, что туалет пока еще не убирали. Вы видите сами, в каком он, конечно, состоянии. Ну, выбор остается за вами. Но мыло лежит. Я сюда уже даже заходить не буду. Но цена 1500. 1500 это, в принципе, нормальная цена. Да, такой балдахин, чтобы комары не кусали. Так, вот сейчас еще забежим в Брентон. Спросим, есть ли у них свободные номера. Вот опять же, видите, такой вот ресторанчик. Hello, how much rent room? Так, вот еще один отель Брентон, который с выходом прямо с видом на Индийский океан. Вот такая вот комната. Двухспальная кровать. Но они все похожи. Где-то USB отбита, где-то оббита деревом вентилятор. Здесь, кстати, ребята, кондиционер уже есть. Так что это будет подороже. Туалет, да, уже почище. Умывальник, туалет, бойлер, душ. Все как надо. Так, ребята, на втором этаже, что мы смотрели, номер вам обойдется 4500. А вот такие домики, которые на первом этаже, обойдутся 3200. На первом этаже тоже такой небольшой балкончик. Видите, кондиционер есть, вертлюшка это есть, туалет, душ, все как обычно, мыло.
Но я когда зашел сюда, ребята, если вы боитесь живности, ящериц, то лучше брать, конечно, на втором этаже. Потому что я зашел здесь, прежде чем свет включить и камеру, были ящерицы. Так что имейте в виду, что если вы на первом берете, к вам могут заползать всякие гости. И вот такие цены. Тут по всем отелям ходить можно бесконечно. Смысла, я думаю, нету. Все они похожи между собой. Да, где-то подешевле, где нет кондиционера, что-то похуже. Но, в принципе, они все похожи. И вдоль всей береговой вот линии это все отели и рестораны при них. И я думаю, кто сюда приедет, в любом случае без жилья не останется. Ну, а цены, вы видите, варьируются. Зависит от нахождения на втором этаже, на первом этаже, от кондиционера, от телевизора. Ну вот, как мы выяснили, примерно составляют от 1500 рупий и до 7500 рупий. Получается от 20 долларов и до 100 долларов. Так что здесь можно подобрать себе жилье, чтобы насладиться самым красивым пляжем Палалем на любой кошелек, как говорится. Вот вы видите опять массажи. Но по массажам будьте внимательнее, просто уточняйте. Картинки красивые, а как правило, ну, по крайней мере, нам он не зашел. Ну, а мы с вами прогуливаемся сейчас вот правую сторону пляжа. Видите, вот опять покажу. Здесь только что вот красиво, пальмы надвисают над берегом, прямо над отелями, над ресторанами. Поэтому вот создается такая красота, прям как на Бали. Ну вот, отправляется лодочка, вы видите. У них есть свободные места, и они нам предложили за двоих 1200. Это получается даже 600. А в начале 3000. Так что имейте в виду, что лучше не спешите, погуляйте, и вы сэкономите свой бюджет. Так, ребята, сейчас, наверное, прилив, не наверное, а так и есть. И мы не переберемся на ту сторону, но поверьте, люди там, конечно, вон тоже кто-то переплыл. На той стороне можно сделать классное фото. Там, вон, получается, на горке есть заброшенная деревня. Я туда лазил, там как бы ураганом ее немножко побило. Но люди оттуда уже ушли. Камень с головой акулы разрисованный. Тоже можно красивое селфи-фото сделать. Но и мы как бы немного не готовы, да? Не пойдем мы туда. Ты не переплывешь? Не, пройти, ну, можно, он переходит, но просто там, где речка будет, там как бы по пояс, наверное, я думаю, будет точно. Но, поверьте, ребята, если вы попадете на отливе, обязательно сходите в левую и в правую сторону. Каждая сторона хороша по-своему. Здесь мне тоже понравилось побродить. А, здесь, кстати, вы можете повстречать обезьян. Мы здесь много обезьян видели. Друзья, мы не будем переходить, потому что смысла нету. Перейдем на ту сторону, а пройти туда вот дальше, вот между полуостровом и островом, нам все равно не получится, потому что, видите, камни затоплены, там если только пробираться под джунглям. Мне еще, видите, и солнышка нет, и нет такой всей вот красоты, как-то вот тускло получается. На самом деле этот пляж очень красивый за счет вот этих вот камней очень огромных, за счет вот этих вот огромных пальм. Жилье мы вам показали. Я считаю, что все-таки приехать сюда стоит. Да, обязательно надо побывать, даже если вы просто... Можно приехать вот как мы, даже не обязательно снимать жилье, с утра приехать и до вечера нормально здесь побыть. И море здесь такое спокойное. Да. Но лучше, конечно, приехать на денек-два, отдать этих там 3000 и встретить со второго этажа рассвет, закат. Если панорамные окна, то это очень-очень, поверьте, будет красиво и здорово. Так, мы с правой стороны прошли, и сейчас пройдем вот на левую сторону. Там тоже можно забраться наверх. Есть шикарные виды. Сейчас мы вам пройдем и это все покажем. Индийцев полно. Они обижаются, когда так называют. Ну, где-то 50 на 50 или немножко их больше преобладают, наверное, индийцы. Наши, наверное, еще спят. Вчера суббота, да, вчера вечеринки, тусовки. Так что наши, наверное, еще пока не выползли со своих норок. И пока на пляже
много местных коренных жителей, буду так называть. Чтобы не обидно никому, ни индусам, ни индейцам было. Так, вот здесь тоже экскурсии, вон там девушка стоит. Мне тоже недорого. Кстати, у нее нормальная цена. Да, нормальная цена, можно у нее, кстати, тоже брать. Она, если вы войдете на пляж, то будет справа. How much? 200 rupees per person. Oh, one person 200 рупий. 200 rupees. And 2 person 400. А 300? 300 come, okay? А, вот you can видите, ребята, даже и за 300 согласились. Потому что так как туристов мало, уже даже за 300 рупий согласились на байдарке. Ну, я думаю, может даже если... Двоих? За двоих, да. Нет, thank you. Ну, я думаю, если бы я поторговался и можно было и за 200 сплавать, просто неохота обнадеживать человека, а то, скажем, за 200 ну сами не просто 300 поплывем. рупий это тоже, это так, ребятки, дешево, вот реально. Ну, просто 300, переведите да, вот 300. на свои деньги, и вы поймете. Потому что если съездить, например, в наш аквапарк, вот как вам это вот все обойдется. А здесь это вообще мелочь. Мы даже ехали сюда, нам эта дорога обошлась 60, 120, плюс 20, 140 и назад 140, ну пускай максимум, я говорю, 300 рублей. Ну, 300 рупий за двоих на автобусе. Нет, там не 300, там даже 250. Ну, я так Ну, сказала. это получается где-то 2-3 доллара вдвоем Туда и приехать. обратно. Туда и обратно. А 300 рупий, это, по-моему, там около 4 долларов. Байдарка, час покататься. Ну, а мы с вами за разговором уже прошли половина пляжа. Даже чуть больше половина. Вот, мы идем, показываем то, как оно есть. Есть на самом деле то, что Мы стоит... зашли, показали вам комнаты. Мы не надбавили эту стоимость, мы ее не уменьшили. Нам сказал вот человек, мы вам так и показали. Да, и вы Всё, видите как на есть. видео, какая комната, и вам Да, принимать решение. да. Приезжать, не приезжать. Ну вот, ребята, подошли мы параллельно, конец. да, в другой конец. Вот такой вот вдохнули мы путь. Сейчас залезем, вам покажем тоже красивое место, локацию для фото. Хотя здесь, честно говоря, тут полно этих локаций. И на камнях, и здесь можно на камнях, если там даже прилив, на этих камнях можно пофоткаться. Ну а мы заберемся сейчас вот на эту гору. Но будьте осторожны, потому что ступеньки такие ни о чем. Не из бамбука, с фанеры. И видите, как немножко опасно. Так что осторожно поднимайтесь. Ну а мы поднимемся, я потом камеру включу. Вот, ребята, мы поднялись по этой тропинке. Забрались на эти вот камни. И вот смотрите, какой вид с этих камней. Вот здесь вообще классные фото будут. Так что можно вот и на тех камнях тоже сделать. Видите, люди там тоже ходят, тоже классные фотки будут. Ну, видите, какая красота. И это вот есть пляж Павален. Сейчас мы спустимся. Я вам покажу одну штуку. На той стороне есть еще такой маленький пляж. Так, и вот туристы пошли на наше место, а мы, спустившись вниз, вот сюда идет дальше тропинка. Между тут таких вот двух скал, можно сказать. Здесь находится 4 отеля, по-моему 4. И такой вот небольшой. И если вы приедете отдыхать на пляж Павален, обязательно зайдите сюда. Потому что если вы не любите много народа, то здесь будет комфортно, потому что здесь практически никогда никого не бывает. Если вы захотите поплавать голышом. Нет, нет, ну тут это, хотя уже преувеличивает. Тут отели. Голышом плавать, это где мы Ой. плавали, это смотрите наше видео, как мы Ну что, ездили пойдем, на я дикий тебе пляж, покажу, продемонстрирую. на мыс, спускайтесь по ссылочке. Там вот вполне возможно можно и голышом. Здесь Пойдем, сейчас тебе покажу как. не надо. Ты знаешь, что за это грозит тюрьма по индийским законам. Так что рисковать мы не будем. Что я буду делать? Кому передачки носить тогда? Да. Ну, я думаю, немножко виден кусочек пляжа. Мы уже не будем спускаться, потому что Катя что-то нас плохо сегодня чувствует. Съемку веду в основном я. И мы будем выбираться. Вроде все вам, друзья, рассказали по пляжу, как доехать, сколько стоит,
как что бюджетно доехать, где что бюджетно снять, какие цены. Ну, а цены на сувениры, на майки, на рубашки здесь в туристической зоне, вы сами понимаете, что здесь как бы так это... Не, про вещи даже не Да, заморачивайтесь. накладно, если вы И хотите... шапку себе купите, куртку. Да. Что вдруг вам похолодает. Если вы там приезжаете на долгое время, то лучше, конечно, съездить в Маргао, на рынок, там, Канди-маркет, там вы найдете все. И можно там и одеться, тоже и они обуться. такие хитрые, да, говорят, что эти цены уже фиксированные, да. Ой, фиксированные. Ну, и мы начали торговаться тоже. А он все, типа, не сброшу. Ну, мы, короче, ну, не хочешь, короче, как хочешь. Мы ушли. А потом идем назад, и он уже, друг, иди сюда. Ну, давай уже, типа, за твою стоимость. Вот так вот. Да, так что в Индии торгуйтесь. Как правило, цена завышена в 1,5 раза. Если называют 450, то эта вещь стоит 400. Но в основном они стараются, даже умудряются и 600, и в 2, и в 3. Не смотрят, кто свеженький приехал, кожа не загорелая, то тогда, Свежее мясо. да, свежее. Спускаемся мы по такой вот штуке. Свежего мяса. Осторожненько. Не упади, моя королева, что я буду делать без тебя? Тут, блин, не то, что упади, тут просто раны очень сложно заживают, очень долго. Да, ребята, старайтесь. Климат Да. такой, что рана, вот я вам сейчас покажу. Вот, видите, рана. Этой ране Упал, не знаю. упал с байка уже 2 месяца. И кожа Она вчера только затянулась. да, представляете? только отвалилась. Так что Я любой замечаю, порез, да. любой это... У всех так вот идут и прям... Я тоже, что-то я сделала, у меня вообще была маленькая ранка, я что-то ободрала или что. Тоже, блин, так долго она заживала, некомфортно. Да, из-за климата здесь, в отличие как у нас, это так долго это все происходит. Оно не то, что страшно, просто, ну, всегда здесь что-то там щипет, да, вот в воду зайдете, ну, конечно, какой уже отдых. Будет отдых испорчен. Дискомфорт. Да. Так что старайтесь И остерегаться. все, и тогда Индия уже не зайдет, не понравится. Ну да, как правило, мы тоже обратили такое вот внимание. Люди, когда прилетают, там первый раз. Как у меня сегодня день не задался. Плитка у нас, блин, поломалась, он там что-то нащелкал. Плитка поломалась, вода И всё. пропала, блин. Вода Свет пропала, отключили что-то сегодня за такой неуплату, день. да, и все, Да, все и пропало. солнца нет, ребята, и солнца нет. Кстати, вот говорю, вот как вот утро начнется, так вот оно и целый день как-то так. Ладно, не переживай, плитку починю, все это наладится. Еще такая вот информация, забыли сказать, если вы приедете, допустим, с другого пляжа и захотите здесь сделать массаж или это, ну, наше мнение, вы знаете, что это не тот массаж, не того уровня, как европейский, так что будьте готовы. Еще минус в Самое том, главное это масло. да, кокосовым маслом вам наносят такой слой, что если вы поедете обратно, опять же, на автобусе, вам будет такой дискомфорт час, потому что оно не смывается, а вернее даже смыть негде. Я когда второй раз делал массаж, там даже душа не было. Первый Я раз мы зашел в делали, море, то был только что душ морем. И было мыло. И получается, вот когда там же вы будете лежать в своем купальнике, в своем нижнем белье, и очень потом вот отстирать вот это так сложно, и запах тогда такой противный стоит. Ну не знаю, это вот как по мне. Я вот твои плавки, да? Они 3 дня еще были жирными такими. Ну, потому что не отмыть. И даже в некоторых, вот я последний раз делал, Катя уже не делала, там вообще душа не было. Я просто зашел в море, сколько смог, столько смыл. Ну, а как вы понимаете, этот жир смоешь. И ехал так это, знаете, И как... целую дорогу как- он сидел рядышком со мной, и я говорю, не прикасайся, потому что я была в светлом, ну и вы понимаете, да, что было бы. Какое ощущение, как все равно жиром тебе обмазали. Ты что, обалдела? Смотрите, ребята, Не ко мне, девчонка. к нам пришла корова. На. Не иди, как, на. Любит очень бананы. Дай-ка Что, она сколько. съела? Да, она же есть где-то. Катя кормит Не. корову бананами. Любят они бананы. Отгони.
Сейчас тебе дам все. А на противоположной. А мы, ребята, ждем наш автобус на противоположной стороне. Кормим цыпляток. Таких вот маленьких. Райс с рисом. I'm sorry. Want how much? 100. 100. А вот пришел покупатель на цыпляток. Посмотрите, как это все происходит. Как их считаете? Как переносят В Индии цыплят? покупают цыплят. Смотрите, одна штучка 100 рупий. И просто в пакет положил. Он 100 рупий. Он 100 рупий дал? И повесил в пакет. Он 100 рупий дал, ему дали 5. Это, наверное, по 20 рупий они, наверное. А, Он дал 100 рупий. Сколько цыплята стоит? 6 штук 100 рупий. И люди вот постоянно подходят, покупают. Покуда мы ждем автобуса, тут уже штук 20, наверное, продал. Катя ждет автобуса, а я зашел во дворик и покажу вам обратную сторону пляжа Палалем. Как на самом деле живут на пляже, в каких условиях. Параллельно туристической пешеходной улице, ой, не пешеходной, туристической улице, которая идет на пляж Палалем. Вот, вошел во дворик, и вот вы видите, как живут на самом деле простые крестьяне, люди на пляже Палалем. Так что не все так красочно, красиво. Бывает и бытовуха. Вон даже уточки. Это гуси. Утки, по-моему. Куры. Коты. И за пределами пляжа индийская жизнь живет как обычно. Так, ну вот подошел наш автобус. Он останавливается метров 50 от пляжа. Вот там сзади пляж. Маргао, Канакона. Такая информация, что этот автобус идет сразу в Маргао. Некоторые автобусы могут доходить, даже вот есть расписание, но я не знаю, поддерживаются они или нет. Ну а некоторые просто идут в Канакону. Канакона получается через пару километров от пляжа Палалем. Там можно просто пересесть на автобус на Маргао. И ничего страшного в этом как бы нету. Друзья, а мы с вами прогулялись по пляжу Палалем. У нас больше такое видео получилось, такое более разговорное. Но все равно всю важную информацию вам рассказывали. Рассказали, как добраться, как снять номер, какие цены. Ну, что знали сами, то поделились с вами. Так что, ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Пока.